Что такое сила духа? Это нечто, что невозможно измерить. Это не мышцы, не вес и не громкий голос. Это внутренняя устойчивость. Это то, что остается с человеком тогда, когда исчезает все остальное. Сила духа – это способность встать, когда упал. И не просто встать, а снова сделать шаг, даже если все тело болит, даже если сердце разбито, даже если нет ничего, кроме пустоты внутри. Это идти. Не потому, что легко, а потому, что иначе нельзя. Мы часто восхищаемся людьми, которые добились великого, победили болезнь, вышли из бедности, выжили в катастрофе, стали чемпионами. Но что стоит за этими историями? Не только талант, не только удача. За ними колоссальная внутренняя работа, за ними сила духа. Сила – это не отсутствие страха. Сильный духом человек боится. Конечно, он не камень, не робот, но он не позволяет страху остановить себя. Он идет через страх. Силой духа приходит мужество не потому, что не страшно, а потому, что есть цель выше страха. Вспомните первого космонавта Юрия Гагарина. Разве ему не было страшно? Его полет – это был прыжок в неизвестность, но он пошел, потому что понимал, за его шагом будущее всей планеты, возможно, всей цивилизации. Истинная сила духа проявляется в трудностях. Говорят, человек узнается в беде. Вот где проявляется дух. Когда все хорошо, легко быть добрым, уверенным, сильным. А вот когда рушится дом, предают близкие, когда болит тело и душа, вот тогда человек показывает, кто он есть. Есть история о хирурге, который потерял руку в аварии. Он пережил депрессию, отчаяние, но затем начал учиться заново, писать, работать, тренироваться. Сегодня он преподает медицину и вдохновляет других. Он не вернул руку, но он вернул себе жизнь, потому что его дух оказался сильнее обстоятельств. Сила духа – это не одиночество, это выбор. Иногда кажется, что быть сильным значит быть одному, не просить помощи, не плакать, не говорить о боли. Но сила духа не в том, чтобы скрывать слабость, а в том, чтобы ее принимать. Сказать «мне тяжело» и все же продолжать идти. В этом выборе не сдаваться и есть настоящее мужество. Психолог Виктор Франкл, переживший концлагерь, говорил: у человека могут отнять все, кроме одного – свободы выбрать свое отношение к происходящему. Вот где корень силы духа – в выборе. Кем быть, как реагировать, что сохранить в себе даже в аду. Где рождается сила духа? В нас. Но закладывается она в детстве, через преодоление, через ошибки, через поддержку. Каждый раз, когда ребенок падает, поднимается, пробует снова, он наращивает эту силу. Но и взрослый человек способен расти. Каждый кризис – это шанс, каждая потеря – это выбор, замкнуться или открыться. Каждый провал – это урок. Сила духа не дарится раз и навсегда. Она тренируется. Она требует труда, как мышцы. И как мышцы она может болеть. Но с каждым шагом становится крепче. Примеры силы духа вокруг нас. Вы не замечали? Она рядом. Не только в биографиях великих. Это мать, которая воспитывает ребенка одна и не теряет доброты. Это пожилой человек, который с больной спиной выходит гулять, улыбаясь прохожим. Это подросток, борющийся с тревогой, но продолжающий учиться. Это учитель, который, несмотря на низкую зарплату, вкладывает душу в учеников. Они герои повседневности. И именно они настоящее доказательство, что сила духа живет среди нас. Что дает сила духа? Она дает смысл, стойкость, уверенность, способность переживать поражение и не озлобиться, возможно, быть собой даже под давлением. Она дает внутреннюю свободу от мнений, от страха быть непонятым, от желания всем нравиться. Сильный духом человек знает, зачем он живет. Как развить силу духа? Вот несколько путей. Ставить перед собой трудные цели. Выход из зоны комфорта – это тренировка духа. Не бояться ошибок. Провал не враг, это учитель. Окружать себя сильными людьми. Их пример заряжает. Заниматься телом. Физическая закалка укрепляет и волю тоже.
Медитация, тишина, внутренняя работа. Познать себя значит обрести опору. И главное, верить, что внутри каждого из нас есть этот источник. Он не всегда бурлит, иногда он почти иссякает, но он есть. Сила духа — это то, что делает человека человеком. Не профессия, не статус, не деньги, а то, что он держится, когда падает. Как он молчит, когда может кричать. Как он прощает, когда легче мстить. Как он идет, когда нет дороги. Мы не выбираем, какие испытания выпадут нам в жизни, но мы всегда можем выбрать, кем быть перед лицом этих испытаний. Сильный духом не идеальный. Он просто идет дальше, несмотря ни на что. Он любит, он чувствует, он верит. И может быть, именно сейчас, слушая эти слова, вы чувствуете: да, во мне тоже есть эта сила, не всегда слышная, не всегда яркая, но настоящая. Храните ее, укрепляйте, доверяйте ей, потому что сила духа — это то, что нас ведет даже в самые темные дни.